Аура — невидимая оболочка, которая окружает тело. Ее цвет и состояние расскажет о характере, склонностях и задачах души. Особенности ауры описаны во многих учениях. Она упоминается во всех практиках и является душой человека. Ауру тел изучает эзотерика, нетрадиционная медицина, религия. В переводе с греческого языка означает «веяние» или «дуновение ветерка». Другие названия — ореол, нимб, фантом. И самое удивительное — это совершенно не эзотерическое понятие. О нем писали Гиппократ, Аристотель, Плутарх. Аристотель в трактате о душе прямо утверждал, что все живые тела испускают тонкое излучение, которое может восприниматься чувствами. Плутарх вообще жалуется, что есть люди, у которых аура настолько отвратительная, что они портят вино и еду, просто проходя рядом. Что такое аура? Это яркий цветной луч, состоящий из энергии, обволакивающий живые существа. Аурой называют совокупность энергетических оболочек, которые составляют биополе вокруг физического тела человека, живых существ и предметов. Этот энергетический кокон не только оберегает от вторжения извне, но и описывает физические свойства, состояния, особенности конкретной личности, ее таланты и проявления. Многие псевдоучителя говорят, что клетки организма излучают ауру, хотя это и в корне неправильно. Аура — это и есть душа человека. Человек умирает, а аура, или, правильнее сказать, душа, остается. Душа имеет свой вес. Доктора Дункана МакДугала 1907 года, который взвешивал умирающих пациентов, полагая, что душа покидает тело и имеет массу, он зафиксировал потерю веса. Но научное сообщество отвергло эти результаты, назвав их неточными и методологически неверными. Если просто вспомнить, что эти же ученые немного раньше, даже при нашей жизни, отрицали довольно много вещей, которые потом же сами типа открывали, становится понятно. В этих вопросах сегодняшним ученым веры просто нет. Они просто стараются повторить саму природу и жизнь, но это невозможно. Повторить то, что создало тебя и умнее тебя, не получится. В Талмуде есть несколько десятков упоминаний свечения вокруг человека. Раввины прямо говорили, что эта аура есть у абсолютно всех людей, просто у большинства она настолько тусклая, что ее не видно. А самый важный факт, который почти никто не знает, нимб на иконах — это не символ. Вплоть до V века нашей эры все церковные отцы прямо утверждали, что это реальное физическое свечение, которое окружает любого достаточно чистого человека. Только в средние века это стало восприниматься как условный знак. Самое поразительное во всей этой истории то, что абсолютно независимые друг от друга культуры на протяжении 3000 лет описывают абсолютно одно и то же явление с точностью до деталей. Во всех без исключения древних текстах написано: аура — это оболочка вокруг тела, отступающая от 40 до 90 сантиметров. Любое изменение в состоянии человека сначала появляется в ауре, и только потом, через 3-14 дней, проявляется в физическом теле. По ауре можно абсолютно точно диагностировать любую болезнь до появления первых симптомов. Обычный человек не видит ауру по умолчанию, но может научиться этому через определенные упражнения. Аура имеет цвет, и значения цветов почти полностью совпадают у всех традиций. Примерно с XII века во всех крупных мировых религиях концепция ауры была вынесена из официального учения и объявлена ересью. После этого она существовала только в закрытых школах, вплоть до того, как теософы заново открыли ее в XIX веке. Древние мистики говорили, сначала все происходит в астрале, и только потом уже проецируется в наш мир как материя. Аура имеет несколько тел. Самое первое от тела, темное. Это и есть первое астральное тело, в котором остается человек после смерти. Все следующие тела ауры более тонкие.
Каждое последующее тоньше и прозрачнее от предыдущего. Все слои ауры взаимодействуют друг с другом и влияют на состояние человека, его восприятие себя. В процессе жизни возможны пробои и загрязнения ауры. Простой способ увидеть ауру — сфотографировать ореол. Такую цифровую аурическую фотографию можно сделать с помощью специальной камеры, компьютерного диагностического комплекса, снабженного биосенсором, и программы. Но есть и вариант более простой и доступный каждому человеку. Для обычного взгляда аура не видна, но ее может все же увидеть каждый человек. Для этого надо просто рассредоточить свой взгляд. Видео с практикой, которую вы можете сделать прямо сейчас, будет в описании. И если вам интересна данная тема и вы практикуете или хотите практиковать, поставьте лайк и подпишитесь. На канале выходят различные практики и медитации для саморазвития. Главная задача ауры — это защита человека. Она оберегает физическое тело, препятствуя проникновению негативной энергии извне, формирует здоровое энергетическое поле и объединяет психоэнергетические центры — чакры. По своей структуре аура похожа на цветное слоеное желе. Люди рождаются уже сформированной аурой, частью их личности. Как понять, какая аура у человека? Для понимания цвета и содержания ауры ее рассчитывают по дате рождения. У каждого цвета есть описание характеристик личности, талантов и перспектив развития. Расчет ауры делают так. Запишите на листе бумаги полную дату рождения в числовом формате, например, 03.09.1978. Последовательно сложите все цифры. 0 плюс 3 плюс 0 плюс 9 плюс 7 и плюс 8. Получаем число 37. Приводим к числу из возможного диапазона цветов. 3 плюс 7 равно 10. Полученный цвет растолковываем с учетом описаний цветов ауры. Различают 12 цветов, которые соответствуют своему числу. Они описывают черты характера, таланты и склонности. Полученное число ауры и ее описание следующие. Первый. Красный. Энергия и пламя, как отмечает Сара Рейган, инструктор йоги. Он присущ спортсменам. Второй. Желтый. Творчество, красноречие, интеллектуальные профессии. Третий. Оранжевый. Здоровые, добрые люди, помогающие профессии. Четвертый. Зеленый. Доверчивость, адаптивность, сфера обслуживания. Пятый. Голубой. Любовь к путешествиям, науке, авантюрные профессии. Шестой. Синий. Благородство и ответственность, построение команды. Седьмой. Фиолетовый. Интуиция, ясновидение, актеры и литераторы. Восьмой. Розовый. Трудоголизм, оптимизм, самозанятость. Девятый. Бронзовый. Гуманизм, самопожертвование, духовные лидеры. Десятый. Серебряный. Фантазеры и мечтатели, эзотерика. 11. Золотой. Удача и процветание, прирожденные лидеры. 12. Черный. Носители кармического долга, перерождение для лучшей жизни. Изменение природного цвета ауры, появление в ней темных пятен – тревожный звонок. Нередко это признак негативного воздействия, которое можно нивелировать. Физическое и психическое здоровье человека во многом зависит от состояния его ауры. Оно влияет и на повседневные дела, самореализацию, ресурсное состояние. Если в жизни началась черная полоса, оцените состояние ауры и почистите ее. Существует несколько популярных методик. Чтение мантр, медитации, молитвы. Дыхательные практики. Йога, цигун. Тренировки тела с помощью физических упражнений и спорта. Очищение мыслей, очищение тела с помощью питания и воды, чтение книг, развитие и обучение. Общение с природными стихиями, пребывание на природе. Отдых и сон. Древние мистики знали, что самым быстрым и результативным способом повлиять на ауру является медитация и визуализация. Эти практики не требуют ни много места, ни дополнительных тренажеров. Здесь важно ваше желание и намерение. Аура – индивидуальная защитная энергетическая оболочка. Ее нужно оберегать и чистить, чтобы жить полноценной и насыщенной жизнью. Изучите собственную ауру и позаботьтесь о ее целостности.